Спасибо. Прошу вас. Спасибо большое. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным событием. 80-летием со дня образования Московского института теплотехники. Юрий Семенович сейчас подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался. Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Нового прорыва стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю XX века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа. В этот день особые слова признательности ветеранам. Низкий поклон всем, кто работал в институте в 40-е, 50-е, 60-е и последующие годы. Спасибо им большое. Как я уже сказал вам только что, мы осмотрели экспозиции музея. Они рассказывают об основных этапах создания уникальных образцов оружия. Наглядно показывают, насколько сложными были первые шаги становления фактически новой отрасли. Как много нестандартных инженерных, конструкторских задач приходилось решать в сжатые сроки в условиях напряженного геополитического противостояния и технологической гонки. Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт. Сегодня ваш институт – это ведущий отечественный разработчик твердотопливных ракетно-ядерных комплексов наземного и морского базирования. И именно специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯС, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Отмечу, что вы принимаете самое активное участие в решении этих жизненно важных задач. Разрабатываете сразу несколько перспективных опытно-конструкторских тем. Серьезного внимания заслуживает и реализация вами ряда проектов по выпуску востребованной гражданской продукции, в частности для нефтедобывающей отрасли, для транспортной отрасли и так далее. Сегодня у вас сформирована современная научно-производственная база, работает слаженный коллектив, действуют программы для поддержки молодых талантливых специалистов, развивается система наставничества. Хочу поблагодарить генерального конструктора Юрия Семеновича Соломонова
и весь коллектив института за многолетнюю эффективную работу, за очень важные, значимые для нашей страны достижения. Юрий Семенович, спасибо. Впереди много задач. Рассчитываю на вас, дорогие друзья, на ваш опыт, профессионализм и преданность Родине. Желаю вам новых успехов на благо России. И еще раз поздравляю всех работников и ветеранов с юбилеем. Безусловно, рад возможности вас поздравить и вручить коллективу Московского института теплотехники орден за доблестный труд. Спасибо большое. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление оборонного потенциала Российской Федерации и достигнутые трудовые успехи орденом за доблестный труд награжден коллектив акционерного общества «Корпорация Московский институт теплотехники». Орден вручается первому заместителю генерального директора, генеральному конструктору корпорации Соломонову Юрию Семеновичу. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу абсолютно искренне поблагодарить, что в наше непростое время вы нашли возможность посетить организацию, действительно, и это объективно, много сделавшую для обеспечения стратегической безопасности государства. Роль головной организации трудно переоценить, конечно, но я бы считал, что не менее важной заслугой головной организации является создание и сплочение той плеяды предприятий, которые в целом создают не отдельные элементы, не отдельные конструкции, а комплексы ракетные в целом. Здесь присутствует директорский корпус, руководители этих предприятий. И я считаю, что их вклад в общее дело, возглавляемое, конечно, головной организацией, трудно переоценить. Что мне хотелось бы еще сказать? 80 лет – это уже история. Но в соответствии с известным афоризмом, история – это ступени прошлого, которые ведут в будущее. Президент сказал о тех новых задачах, которые поставило перед нами государство, и это, безусловно, доверие. А доверие, как известно, обязывает. Я хочу выразить не уверенность, а абсолютную убежденность, что, как и раньше, все то, что нам поручалось, мы будем выполнять с требуемым качеством, во-первых, а во-вторых, в соответствии с теми заданиями, которые формирует перед нами Министерство обороны. Безусловно, путь этот не усеян розами, это постоянное взаимодействие порой конфликтного характера с Министерством обороны, но с другой стороны в спорах рождается истина. И я думаю, в тех ситуациях, когда мы не можем договориться, а такое бывает, помощь Верховного Главнокомандующего трудно переоценить. Говорю это не для красного словца, а по жизни. Действительно, помощь Владимира Владимировича в решении ряда принципиальных вопросов является решающей, о чем я ему откровенно и говорил. Еще раз, Владимир Владимирович, большое спасибо за посещение института. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ. И, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле
не разделяю себя от вас, и от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами – это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем, поздравляю вас.